Глава 1296. Духовный лорд Хуанлян. Хань Ли изучил материалы для духовных инструментов в различных магазинах, побывав, по крайней мере, в 8 из них, но не нашел ничего подходящего. Материалы в этих магазинах не были плохими, некоторые, безусловно, можно было бы считать высокоранговыми. Но поскольку искусство ваджры Хань Ли вот-вот достигнет своего пика, эти материалы не будут для него очень полезными. Если бы он использовал их для изготовления своего духовного инструмента, они бы были того же уровня, что и золотой змеиный мен, что он сделал для толстяка. Он был бы не очень полезен для него. Пристально взглянув на Хань Ли, тощий мужчина Тяньсин быстро спросил, что эти материалы были недостаточно хороши для брата Ханя. «Я не пользуюсь такими материалами». Хань Ли покачал головой, не пытаясь скрыть свое разочарование. «Если они недостаточно хороши для вас, я отведу тебя в другое место. Там есть несколько своеобразных предметов. Однако я не гарантирую, что там будет то, что именно вы хотите». Тяньсин сразу же предложил другое место. «Да. Тогда отведи меня туда». Услышав это, Хань Ли сразу же воодушевился. Они вышли на улицу и поймали экипаж с духовным зверем. Не успел Хань Ли сесть в него, он внезапно услышал рев дракона в небе, сопровождаемый криком тигра. Эти два звука перекрывались друг другом, распространяясь в воздухе, вызывав шум среди смертных и культиваторов. Внимание Хань Ли также обратилось к источнику звука. Хань Ли быстро увидел черную точку, летящую в воздухе и быстро приближающуюся к нему. Это был странный двухголовый зверь с головой тигра и дракона. Он быстро тянул за собой светло-лазурную повозку. Звуки зверя быстро исчезли навдалеке. Духовный лорд Хуанлян покинул свою пещерную резиденцию. «Как это возможно?» — удивился Тяньсин. «Кто этот человек?» — спросил Хань Ли. Тяньсин был поражен вопросом Хань Ли и взглянул на него странным взглядом. Хань Ли моргнул и усмехнулся, что «У меня на лице расцвел цветок. Похоже, что брат Хань прибыл из далекого места. Хочешь сказать, что этот человек довольно известен в городе заходящего солнца?» Нахмурился Хань Ли. Тяньсин взволнованно объяснил, несмотря на то, что мастер города-культиватор стадии божественной трансформации, не он самый сильный культиватор в городе, а духовный лорд Хуанлян, который живет в соседней горе более 10 тысяч лет. Говорят, что он находится на стадии, что объединяет 5 элементов, он культиватор на ранней стадии пространственного закаливания. Стадия пространственного закаливания. Сердце Хань Ли задрожало. Став культиватором в стадии божественной трансформации, он осознал огромный разрыв между стадией божественной трансформации божества и стадией пространственного закаливания. За последние несколько десятилетий в мире духов самым высоким уровнем культивации, о котором он слышал, была стадия слияния. 3 человеческих монарха были примерами культиваторов, которые вошли в эту стадию. Судя по тому, что он слышал от смертных и других культиваторов, не было слухов о великом вознесении или трибуляции вознесения. Словно такое высокоранговое существо никогда не появлялось в мире духов. Конечно, это было потому, что он общался только с низшими слоями общества, где такая информация была редкостью. Сев в экипаж, Тяньсин взволнованно рассказал Хань Ли кое-какую информацию о духовном лорде Хуанляне, но большая часть была связана с его великой репутацией. Хань Ли выслушал его с улыбкой, но ничего не ответил. Экипаж ехал по городу несколько часов, после чего внезапно остановился в конце незнакомой улицы. Хань Ли вышел с кареты и, оглядевшись, увидел небольшой магазин. Магазин выглядел совершенно необычным. Дверь была довольно высокой и украшена провокационными золотыми цветами. Вывеска гласила «Небесный павильон». По бокам от двери стояли 2 трехметровые железные колонны. К ним на серебряных цепях были прикованы красные существа, напоминавшие ящериц. Увидев Хань Ли, существа сразу же встали и стали смотреть на него враждебным взглядом. «Идемте». Тяньсин мельком взглянул на зверей, словно совершенно не беспокоясь о них, и помахал им желтой нефритовой пластинкой. Обе ящерицы испустили странный рев и лениво присели на землю, позволяя им пройти. Войдя внутрь, Хань Ли неосознанно нахмурился. Внутри была только простая комната, площадью более 200 метров. Хотя там было выставлено несколько товаров, большая часть зала была пустой. В углу зала располагалась лестница со стулом, на котором сидел болезненно выглядевший старик с отвисшим носом, полусонный, как будто он не ожидал гостей. «Старейшина Сюй, проснись. Я привел клиента». Тяньсин направился прямо к нему и похлопал старика по плечу. «Клиент? Куда?» Старик лениво открыл глаза, выглядя полусонным. Хань Ли осмотрел старого торговца и спокойно сказал: «Я слышал, что в этом магазине есть несколько необычных предметов, поэтому я решил заглянуть себя и посмотреть их лично.
Владелец магазина долго смотрел на Ханли, а потом улыбнулся. Клиент хочет необычные вещи. Легко. Этот магазин специализируется на необычных предметах, продавая их тем, кто в них нуждается. Что вы ищете? Материалы для духовных инструментов. Спокойно сказал Ханли. Ох. У нас их немного, однако у меня есть 2 таких предмета. Сейчас принесу. Торговец улыбнулся и поднялся по лестнице. Глядя в спину старика, Ханли прищурился и сказал: «Этот человек, похоже, опытный усовершенствователь тела». Тяньсин объяснил: «Конечно. Старейшина Сюй в прошлом был известным высокоранговым усовершенствователем тела. Но несколько десятилетий назад он столкнулся с неудачами в гробнице заходящего солнца. Свирепый яд уничтожил всю силу в его теле. В результате он открыл этот магазин». «Вот как?» Ханли кивнул в знак признания. Тяньсин улыбнулся и подумал спросить Ханли о том, что он думает о старике, когда вдруг они услышали рычание зверя, сопровождаемое криком «Звери! Вы что, смерти своей ищите?» Раздалось 2 глухих стука, словно приземлилось что-то тяжелое. Ханли и Тяньсин удивленно обернулись и увидели мужчину и женщину, стоящих снаружи. 2 животных, стоящие на страже, неподвижно лежали на спинах. Тяньсин невольно вскрикнул, услышав хныканье зверей, он вздохнул с облегчением. Ханли посмотрел на прибывшую пару. Мужчина и женщина выглядели довольно молодо. Мужчина был красив и статен, а женщина была великолепна, вместе они выглядели прекрасной парой. Войдя, они выпустили довольно сильное духовное давление, что означало, что они были культиваторами стадии формирования ядра. Увидев их, Ханли мог с первого взгляда сказать, что они были примерно такими же молодыми, какими выглядели. С такой плотной духовной ци в мире духов и большого количества сокровищ и высокоранговых духовных камней было гораздо легче достичь стадии заложения основ и формирования ядра, чем в мире смертных. Тем не менее, все еще было удивительно, что такие молодые люди могли достичь такого уровня культивации. Когда человек увидел Ханли и Тяньсина, он пронесся мимо них своим духовным чутьем, обнаружив, что один из них был культиватором в стадии уплотнения ци. Он резко закричал: «Вы работники магазина!» Его слова звучали довольно горделиво. Судя по кольцу на пальце Ханли, можно было узнать, что он был усовершенствователем тела, но юноша был не склонен говорить с кем-то, кто был ниже культиватора стадии уплотнения ци. Тяньсин почувствовал, что эти двое были культиваторами, и поспешно улыбнулся: «Нет, я всего лишь гость, который приехал по делам». «Вы клиенты?» «Тогда где торговец?» Фыркнув, спросил юноша. Старейшина Сюй ушел за интересующими нас товарами. «Он позаботится о вас через мгновение», — осторожно ответил Тяньсин. Молодой человек не обратил внимания на Тяньсиня и повернулся к молодой женщине, сказав теплым тоном: «Младшая боевая сестра Лу, нам придется немного подождать». «Ничего. Это не проблема. Я считаю, что мой дедушка сейчас разговаривает с мастером. Нет необходимости спешить и беспокоить их. Однако действительно ли в этом месте есть то, что мы хотим?» Женщина огляделась, с любопытством разглядывая пустые полки на витрине. «Я здесь впервые, но, по словам моего друга, в этом магазине действительно есть редкие и фантастические предметы. Даже если мы не сможем найти то, что ты ищешь, мы можем увидеть нечто интересное», — ласковым тоном сказал молодой человек. «Раз старший боевой брат Сань так считает, я обязательно посмотрю». Молодая женщина усмехнулась. В этот момент сверху послышались шаги. Старик медленно спустился, держа в руках 2 украшенные коробки. «Ой, пришли еще клиенты». Старик был удивлен, увидев их еще 2, но когда он посмотрел на улицу, его лицо стало мрачным. «Ох, кажется, вы ранили моих сторожевых зверей. Не волнуйся. Я просто преподал им урок. Их жизни ничего не угрожает». Младшая боевая сестра Лу является потомком старейшины Хуанляна. Твои сторожевые звери напугали ее, поэтому у меня не было выбора. Молодой человек, казалось, знал происхождение продавца, но его тело оставалось неподвижным, а лицо — спокойным. Значит, она потомок духовного лорда. Я прощу ей на первый раз. Старик слегка изменился в лице, но, в целом, выражение его лица осталось нормальным. Вскоре после этого он перестал продолжать разговор с ними и направился к Ханли, передав ему коробки. Не дотягиваясь до коробок, в глазах Ханли вспыхнул блеск, и он спросил: «Торговец Сюй, расскажите мне об этих предметах. Они выглядят довольно странно». Глава 1297. Серебряный поджигающий камень и таблетка небесного сердца.
Один из них называется серебряный поджигающий камень, название другого предмета я не знаю. Вам придется самому взглянуть не это. Старик открыл одну из коробок, показав серебряный камень размером с кулак. Затем он закрыл коробку и бросил ее Ханьле. Красивая женщина, услышав название предметов, вскрикнула от восторга. Юноша сразу же закричал: «Подождите, мы тоже хотим этот камень». Он быстро потянулся к нему. В сторону украшенной коробки вырвался лазурный туман. Когда Ханьле услышал название камня, выражение его лица тоже зашевелилось, но когда юноша попытался перехватить его, выражение лица Ханьле тут же стало мрачным. Внезапно он махнул рукой, и она с треском вытянулась вперед на метр, схватив обе коробки. В этот момент лазурный туман продолжал тянуть, пытаясь силой захватить коробку. Ханьле холодно фыркнул и повел плечом. Его тело, словно пружина, пролетело на 3 метра вперед, а другой рукой ударило по лазурному туману лазурной ладонью. В порыве ветра золотая ладонь прорвалась сквозь туман и рассеяла его. Высокоранговый усовершенствователь тела. Юноша тут же сделал жест заклинания, чтобы усилить туман. Но, увидев действия Ханьле, он изменился в лице, начав колебаться. «Старший боевой брат Сань, пожалуйста, подожди!» — крикнула женщина по имени Лу. «Давай лучше решим этот вопрос дипломатическим путем, нет необходимости принимать меры. Торговец, этот серебряный поджигающий камень ведь еще не продан. Независимо от цены, я готова заплатить вдвое больше. Что скажете?» «Так не пойдет. Даже если фея Лу является потомком старейшины Хуанляня, вы не можете нарушить правила моего небесного мирного павильона. Это не аукционный дом, где вы можете требовать вещи, предложив более высокую цену. В первую очередь я обслуживаю того, что пришел первым. Если этот господин захочет купить этот серебряный поджигающий камень, я не стану продавать его кому-то еще». Было неизвестно, действительно ли это были правила павильона или старик усложнял ситуацию. Культиваторша Лу невольно повернулась и взглянула на Ханьле. Однако Ханьле не обращал на нее внимания. В настоящее время он открыл коробку, внутри которой была серая прямоугольная руда. У руды была глянцевая, практически как у отполированного нефрита, поверхность, но его темный цвет придавал ему загадочности. Юноша по имени Цань посмотрел на Ханьле и медленно сказал: «Мой мастер — заслуженный монах Цулун. Если вы позволите младшей боевой сестре Лу купить этот серебряный поджигающий камень, я заплачу вам вдвое больше». Хотя его слова были вежливы, но его голос был резким, словно Ханьле его вовсе не волновал. Ханьле посмотрел на серый камень и погладил его пальцем. Не поднимая глаз, он сказал: «Не согласен». «Что ты сказал?» Юноша изменился в лице. Он ни секунды не думал, что Ханьле откажется. Ханьле взглянул на юношу и спокойно сказал: «Этот предмет может быть ценным для твоей спутницы, но ты не думал, что он мне тоже может понадобиться». «Я уже сказал, что готов удвоить цену». Юноша холодно посмотрел на Ханьле, в его словах была скрытая угроза. Культиваторша Лу нахмурилась, но не пыталась остановить его. Ханьле вздохнул и пробормотал: «У меня нет недостатка в духовных камнях. Я даже готов заплатить вам, чтобы вы отказались от этого камня». Хотя эти двое, казалось, имели большую поддержку, Ханьле был одинокой фигурой и собирался направиться к гробнице заходящего солнца. Если он не сможет сделать прорыв и восстановить свою магическую силу, он не рассчитывал на возвращение. Естественно, что его не очень волновали 2 культиватора формирования ядра. Если он восстановит свою магическую силу, и их сторонники придут за ним, он хотя и не сможет победить их, но точно сможет сбежать. Однако его ответ удивил не только Тяньсина, но и старик не мог скрыть своего удивления. Неужели Ханьле — человек великого происхождения? Подумал старый Сюй, в конце концов, он не стесняется общаться с прямыми учениками духовного лорда Хуанляна и монаха Цулуна. Услышав ответ Ханьле, юноша изменился в лице и замешкал. Женщина по имени Лу подумала о том же, что и старик, и, несколько раз взглянув на Ханьле, сказала: «Могу ли я спросить, как вас зовут? Кто ваш мастер? Возможно, они могут знать моего дедушку». Ханьле улыбнулся и небрежно сказал: «Я путешественник без мастера или секты, а свое имя называть не намерен». Культиваторша Лу, немного помешков, достала зеленую бутылочку с лекарственными таблетками, а затем сказала: «Если вы не хотите говорить, то так тому и быть. Однако у меня бутылка с таблетками небесного сердца, которые вы можете обменять на этот камень. Лекарство может временно расширить ваше духовное чутье. Это может восполнить ваше слабое место, как усовершенствователя тела. Это будет полезно при прорыве». Когда юноша Цань увидел это, он поспешно закричал в тревоге: «Таблетки небесного сердца! Это секретное лекарство, исключительно для старейшины Хуанляна.
Это слишком большая трата, чтобы обменять его на ничтожный серебряный поджигающий камень. Старик Сюй слегка изменился в лице, услышав это. Тяньсинь растерялся, поскольку раньше не слышал названия этих таблеток. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он спросил: временное увеличение духовного чутья. Это эффективно и для культиваторов. Несмотря на свое удивление, культиватор Шалу объяснила: поскольку культиватор обладает мощным духовным чувством, влияние таблеток на него минимально. Хань Ли покачал головой. В таком случае, пожалуйста, уберите бутылку. Меня это не интересует. Теперь и выражение на лице культиваторши Лу стало мрачным. На лице старика Сюя мелькнуло удивление. Широко известная таблетка небесного сердца, которая была превосходным лекарством для преодоления узких мест, была отвергнута из-за пустякового духового инструмента. И если бы не тот факт, что яд в теле старика сделал таблетку бесполезной для него, он бы нарушил свои собственные правила и совершил обмен с женщиной в тот же момент. Женщина убрала бутылку. Было ясно, что духовный лорд Хуан Лян хорошо к ней относился. К удивлению старика, Хань Ли начал спрашивать цену за 2 предмета. Чувствуя некоторое беспокойство по поводу того, что только что произошло, старик не собирался быть слишком жадным, но он все же назвал цену, которая была бы астрономической для обычного культиватора. Услышав это, Хань Ли просто кивнул и достал браслет для хранения. Он накинул свое духовное кольцо на браслет и достал кучу высокоранговых духовных камней, что было более чем достаточно для 2 предметов. Эти высокоранговые духовные камни он выменял взамен низкоранговых и среднеранговых духовных камней, которые он взял с собой из мира смертных. В мире духов низкоранговые и среднеранговые камни не были особо распространены среди культиваторов, поэтому Хань Ли обменял их на высокоранговые духовные камни. Не говоря ни слова, владелец магазина принял духовные камни в свой браслет для хранения и заключил сделку. С 2 коробками в руке Хан Ли направился к выходу. В своей тревоге Тяньсин быстро последовал за ним. На какое-то время лицо юноши дрогнуло, но не в силах определить истинную личность Хань Ли, он не стал пытаться его остановить. Однако он уже решил немедленно отправить людей, чтобы расследовать его личность и проверить, не является ли он кем-то с высоким статусом. Культиватор Шалу, глядя в спину уходящего Хань Ли, прикусила губу, чувствуя себя несколько мрачно. Выйдя из магазина, Хань Ли был в довольно хорошем настроении, довольный, что смог приобрести эти 2 предмета. Из 2 предметов серый камень был для него значительно более ценным. Это был невероятно редкий инструмент. Если Хань Ли не был хорошо знаком с техниками изготовления духовных инструментов или не прочитал бы большинство архивов записей города Юйян, он боялся, что, возможно, не узнал бы этот предмет. Но обычные мастера духовых инструментов не стали бы называть этот предмет особенно хорошим. Скорее, это было хуже других качественных материалов. Однако это был чудесный материал для изготовления определенных магических инструментов и сокровищ. Для такого странного персонажа, как Хань Ли, это был материал со множеством оптимальных видов использования. В последующие дни Хань Ли побывал во многих других магазинах в сопровождении Тяньсиня и собрал множество других материалов в этом городе, прежде чем уволить его. Затем он выбрал ничем не примечательный духовный инструмент для изготовления и снял ковочную комнату, в которой остался на месяц. Месяц спустя Хань Ли спокойно покинул город заходящего солнца и через месяц путешествия достиг огромного каньона. Это был вход в гробницу заходящего солнца. Вся долина была шириной в несколько километров, но камни и земля внутри и вокруг нее были поразительно малинового цвета. Рядом со входом в огромную долину стояло несколько культиваторов, а также небольшие группы усовершенствователей тела. Некоторые из них перешептывались между собой, в то время как другие тихо медитировали. Большинство из них были среднеранговыми культиваторами и усовершенствователями тела. Они осмелились войти в долину, объединившись с другими во временные группы. Конечно, несколько уже сформированных групп вошли в долину, как только они прибыли. Было также несколько высокоранговых культиваторов и усовершенствователей тела, которые смело вошли в долину в одиночку. Но независимо от того, был ли человек усовершенствователем тела или культиватором, никто не осмеливался подниматься высоко в воздух и путешествовал на малых высотах. Никто из них не был глупцом, и все они знали, что лететь слишком высоко в воздухе означало стать целью, как для демонов, так и для людей со злыми умыслами. Кроме того, в гробнице заходящего солнца обитало бесчисленное количество древних демонических птиц, превращавших небо в запретную зону. Глава 1298. Появление клана духов. Хань Ли остановился на окраине входа в долину, чувствуя, как дюжина нитей духовного чутья неоднократно проникает мимо него.
Хань Ли спокойно выждал некоторое время и отказался от приглашений от тех, кто признал в нем высокорангового усовершенствователя тела. Эта долина была лишь одним из нескольких входов с человеческой стороны гробницы заходящего солнца. Другие входы были закрыты несколькими странными формациями, которые установили человеческие культиваторы. Это был единственный вход поблизости, и он, естественно, охранялся несколькими культиваторами из города заходящего солнца, чтобы ничего не случилось. Среди культиваторов, кто тайно охранял вход, самые слабые были на стадии формирования ядра, в то время как самые сильные находились на стадии божественной трансформации. Медленно продвигаясь в долину, Хань Ли начал вспоминать информацию, которую он собрал о гробнице заходящего солнца за последние несколько дней. В этот момент он был одет в неприметную серую боевую броню под одеждой. На спине также нес спрятанное длинное копье. Древко копья был совершенно черного цвета, но в него было инкрустировано несколько лазурных кристаллов, сверкающих ярким светом. Головка копья была бледно-серебряного цвета, но было неясно, из какого материала она была изготовлена. Змеиное сухожилие Хань Ли было обернуто вокруг его руки и оставалось скрытым под его одеждой. Конечно, козырем, на который полагался Хань Ли, были две бессмертные побеждающие бусины, которые он хранил в своем браслете. С этими двумя сокровищами он мог защитить себя даже от угрозы со стороны кого-то на стадии божественной трансформации. Долина была невероятно просторной, и когда Хань Ли прошел более 50 километров, протоптанная дорога исчезла. Хань Ли встал на место и со вздохом огляделся. Ему было очень неудобно то, что он не мог высвободить свое духовное чуть, и поэтому он не мог определить свое направление. Таким образом, ему оставалось выбрать направление наугад и надеяться на свою удачу. Первые несколько дней он не встретил ничего, кроме нескольких маленьких зверей и змей. Область была большой, так что было не странно, что он не столкнулся ни с людьми, ни с демоническими животными. Но 5 дней спустя Хань Ли оказался перед густыми джунглями, которым не было видно ни конца, ни края. В джунглях росли деревья более 100 метров в высоту, с густыми листьями и ветвями. Из-за этого в джунглях была непроглядная тьма, и оттуда то и дело доносился рев диких зверей. Хань Ли на мгновение прищурился, а затем шагнул вперед. Затем, размывшись в воздухе несколько раз, появился за большим деревом. Благодаря силе нынешнего тела Хань Ли шаги танцующей дымки, которые он культивировал, пока был смертным, позволяли ему передвигаться так, как будто он был безжизненным призраком, несмотря на то, что вокруг была густая растительность. Если бы другие увидели это, они абсолютно не посмели бы спровоцировать Хань Ли в этом месте. Продвигаясь вперед, рядом с Хань Ли вспыхнула серебряная линия и обернулась вокруг гигантского дерева поблизости, а затем вернулась к нему. Раздался жалкий крик, и запах крови наполнил воздух. Затем из-за дерева появился желтый рогатый медведь высотой 6 метров и с ревом набросился в Хань Ли. Тело Хань Ли несколько раз размылось и оказалось в 10 метрах от его первоначального местоположения. Он продолжал идти вперед, словно не заметив медведя. В следующее мгновение раздался треск, и огромный медведь внезапно залился кровью. Его разрубило пополам, ровно посередине тела. Огромное дерево, за которым спрятался медведь, вскоре заскрежетало и рухнуло на землю. Атака Хань Ли расколола и огромное дерево, и медведя. Даже сейчас серебряный кнут, изготовленный из сухожилия земляного змея, был острым, как никогда. На данный момент Хань Ли уже был в глубине джунглей. Так началась бойня Хань Ли в гробницу заходящего солнца. 3 месяца спустя из-под горного хребта раздался резкий крик и звериный рев. После эхо рёва диких зверей все вокруг затихло. У источника звуков стоял Хань Ли, сложив руки за спину. Он стоял на вершине дерева высотой более 30 метров, с исключительно спокойным выражением на лице. Вокруг него валяли обрубки трупов лазурных обезьян. В общей сложности было, как минимум, 20 трупов. Все обезьяны выглядели крепкими, с исключительно густым мехом. У них также были клыки длиной в несколько дюймов, что придавало им дикий вид. Тем не менее, эти обезьяны были либо расчленены, либо имели кровавые отверстия в горле и животе. Но самым удивительным была гигантская красная трехголовая обезьяна на вершине дерева. Черное копье пронзило ее в брюхо и пригвоздило к дереву. Кровь вытекла из каждого ее отверстия, и все ее тело было пронизано шрамами. Казалось, она умерла совсем недавно. Хань Ли долго осматривал огромный труп обезьяны и пробормотал: «Хотя я не был здесь раньше, кажется, слухи о гробнице заходящего солнца правдивы. Не думал, что столкнусь здесь с демоническим зверем ранга формирования ядра». Затем он протянул руку к копью. Кольцо на руке вспыхнуло лазурным светом, и черное копье дрогнуло и влетело в его руку. Огромная обезьяна упала с дерева. С копьем в руке Хань Ли метнулся вглубь леса.
Мгновение спустя в этом районе все снова стихло. Через некоторое время с близлежащего дерева вспыхнул лазурный свет, раскрыв шар зеленого света. Затем этот цвет принял форму дюймового человека. Этот маленький человек был одет в длинную зеленую одежду, имел изогнутое тело и живописное лицо. Этот миниатюрный человек был явно красивой женщиной. Она посмотрела в том направлении, куда улетел Хань Ли, и нахмурилась. Один из кустов засветился желтым светом, показывая старика того же размера, что и зеленый свет. Держа в руке белый костыль, он повернулся к женщине и проворчал: «Тяньин, почему ты не напала?» Он был всего лишь человеческим усовершенствователем тела. Вдвоем мы бы с ним справились. Женщина в зеленой одежде взглянула на старика и равнодушно ответила: «Хуанши, мы пришли сюда не для того, чтобы убивать людей и демонов. Мы пришли сюда, чтобы охотиться на мятежников и забирать их божественную кровь. Нам лучше не влезать не в свое дело». Старик покачал головой и сказал: «У этого человека сила больше, чем у культиватора зарождающейся души. Если бы мы напали на него вместе, то смогли бы быстро разобраться с ним. Наши духовные кланы — великие враги как людям, так и демонам. Мы должны сделать все возможное, чтобы ослабить человеческие силы, когда появляется такая возможность». После минуты молчания женщина объяснила: «Если бы я была уверена, что мы могли бы убить этого человека, я бы не колебалась. Но в нем было что-то странное, поэтому я подумала, что лучше не провоцировать нечто скрытое». «Что-то странное. Тянин, что ты заметила?» Поспешно спросил Хуанши. Взгляд женщины мелькнул, и она спросила: «Думаешь, этот человек действительно просто усовершенствователь тела?» На его лице появилось легкое замешательство. «Что ты имеешь в виду?» Этот человек использовал духовные инструменты, чтобы убить зверя ранга формирования ядра, но и все не смог ощутить в нем никакой духовной силы. Что он, если не усовершенствователь тела? Женщина медленно сказала: «Как ты знаешь, я дух дерева. Я могу видеть те вещи, которые другие не могут». Духовное чутье этого человека было невероятно сильным, примерно того же уровня, что и мы. Насколько мне известно, усовершенствователи тела не могут обладать духовным чутьем такого уровня. Возможно, он культиватор стадии божественной трансформации. На лице Хуан Ши появилось удивление: чрезвычайно сильное духовное чутье. Хочешь сказать, что этот человек на самом деле не усовершенствователь тела, а культиватор божественной трансформации? Женщина торжественно сказала: «Я этого не говорила. Я не чувствую духовной силы в его теле, но это не исключает возможности. В конце концов, человеческие техники не уступают таким духам, как мы. Такая секретная техника не редкость. Цель нашего путешествия — выследить повстанцев и забрать у них божественную кровь. Мы не можем рисковать понапрасну и случайно навлечь на себя проблемы. Это разумно. Если бы он действительно оказался культиватором стадии божественной трансформации, мы бы точно не смогли его убить. И даже если бы мы сбежали, это все равно считалось бы проигрышем. В этом случае люди на самом деле довольно хитры. Высокоранговых демонов, которым не повезет с ним столкнуться, ждут большие неприятности. Кто бы мог подумать, что культиватор божественной трансформации маскирует себя под усовершенствователя тела. Даже существа подобного уровня пострадают от того, что будут застигнуты врасплох. Пожилой мужчина в желтой одежде говорил со следом злорадства в голосе. После минутного размышления женщина спросила: «Ах, да, Тили и Чими уже должны были войти в это место. Если с ними что-то случится, наш духовный клан должен был послать больше людей. Как думаешь, они послали духов из клана воды?» Неясно. Клан водных духов является самым загадочным из 5 элементов, и божественная кровь является для них наиболее важной. Для них было бы не странно послать кого-то, усмехнулся Хуан Ши. Вот как. Однако я слышала, что клан артефактных духов послал людей, втянув их в это дело, сказала женщина со следами нерешительности на лице. Гнев внезапно нахлынул на лицо Хуан Ши. Клан артефактных духов. Как они посмели отправлять людей? Мятежники были родом из их клана. Если эти слова правдивы, то клан духовных инструментов считает, что они несут большую ответственность за убийство мятежника, мягко ответила женщина. Хуан Ши холодно фыркнул и сердито сказал: «Приятно слышать, но им все-таки нужна божественная кровь». Хватит. Независимо от того, что ходят слухи о том, что клан артефактных духов послал людей и демонов, они будут полезны в убийстве мятежника. Я считаю, что они осмелились прибыть сюда из-за некоторой связи с людьми. Я считаю, что человеческий клан послал людей, чтобы заполучить их. Мы должны забрать божественную кровь, прежде чем они встретятся, торжественно сказала женщина.
Глава 1299. Мотыльки. Это правда. Мы уже тяжело ранили повстанцев и нашли их следы. Пока мы охраняем вход в мир людей, они не смогут сбежать. Когда придет подкрепление, сбежать для них станет невозможным, сказал Хуан Ши. Женщина в зеленой одежде кивнула в знак согласия. Два духа продолжали обсуждение еще мгновение, а затем их огни сверкнули, и они исчезли с дерева. В тот же момент в скрытой комнате в городе заходящего солнца за столом сидели несколько необыкновенных людей. Тощий монах в ожерелье из черных четок повернулся к человеку среднего возраста в белой одежде и спросил: «Лорд города Лан, вы сказали, что эти люди из клана духов оказались в ловушке в гробнице заходящего солнца, и что мы должны помочь им?» Человек в белом халате угрюмо сказал: «Верно. Я только что получил эту информацию. Когда они сбежали, они были тяжело ранены преследователями из клана духов. С большим количеством преследователей клана духов на хвосте и серьезными травмами они не смогут добраться до города. Нам нужно будет забрать их». Темнокожий мужчина с серьезным выражением на лице внезапно спросил: «Брат Лан, что выкрали эти люди у клана духов? Теперь, когда все зашло так далеко, скажи нам правду. Ты не только созвал всех нас, но и даже пригласил старейшину Хуанляна, вызвав его из уединения. Ты сделал бы это только ради чего-то очень важного». Последний из них, бледный человек в широких желтых одеждах, услышал упомянутое имя и сказал: «Даосист Цзин прав. Я бросился сюда по просьбе лорда, хотя мои последние достижения все еще остаются нестабильными. Меня также очень интересует то, что выкрали люди из клана духов. Может ли лорд города Лан, наконец, пролить свет на это?» Бледный человек был известным духовным лордом Хуанляном, а человек в белом халате был лордом города заходящего солнца. Лорд города криво усмехнулся и сказал: «Старший Лу, господин Даосист Цзин, если бы я знал, что они выкрали, я бы не стал молчать. Однако я получил приказ от высшей мудрец забрать их». Приказ от высшего мудреца. Монах и крупный мужчина встревожились, услышав это, и в глазах лорда города вспыхнул странный блеск. Монах сказал с сомнительным тоном: «Тогда этот вопрос должен быть лично связан с высшим мудрецом». Лорд города Лан почтительно сказал: «Не знаю, но даже если высший мудрец лично не отдал этот приказ, он все же пришел из дворца, так что разницы нет. Кроме того, когда дворец издал приказ, и они послали специального посланника в наш город. Принимая во внимание огромное расстояние от города небесного происхождения и множество стран с неустойчивыми пространственными разрывами между ними, им потребуется некоторое время для прибытия. Нам нужно будет защитить людей из клана духов и убедиться, что они не пострадают, чтобы посланник мог увидеться с ними». Хуан Лян улыбнулся и сказал: «Поскольку это приказы из высшего дворца, обсуждать нечего. Тем не менее, мне очень интересно, что несут эти люди из клана духов». Монах и крупный мужчина переглянулись между собой, но промолчали. «Поскольку старейшина Лу и вы, господа даосисты, не возражаете, давайте отправимся в гробницу заходящего солнца в течение 2 дней и найдем членов клана духов». Они спрятались, кто здесь? Когда лорд города Лан собирался рассказать о местонахождении мятежников клана духов, Хуан Лян закричал и бросился к стене. Бабах! Снаружи появилась желтая кристаллическая рука, появилась и вылетела вперед. Во вспышке серого света в руку попалось нечто странное. Вскоре после этого объект в кристаллической руке разделился на тысячи серых прядей, рассеиваясь во всех направлениях. «Вот чёрт! Тысячи призрачных нитей!» — закричал Хуан Лян. Он взмахнул рукавом и выпустил желтый туман, скрывший его тело. Другие, услышав это, тоже встревожились. Монах быстро схватил молитвенные бусы на шее, превратив их в черные облака, окутавшие его тело. Крупный темнокожий мужчина, фыркнув, вынул черный железный щит, чтобы закрыть себя спереди. Лорд города выплюнул ледяной кристаллический лотос, который исчез из поля зрения во вспышке синего света. Пока культиваторы готовились разобраться с этим неожиданным нападением, серые нити внезапно вспыхнули и исчезли. Культиваторы были ошеломлены. «Иллюзия!» Духовный лорд Хуан Лян первым отреагировал и взмахнул рукой. Желтая кристаллическая рука вернулась к нему. При ближайшем рассмотрении в руке можно было увидеть остатки серебряной пыли, переливающейся бледным светом. Хуан Лян вытянул палец и, прикоснувшись в серебряной пыли, поднес палец к глазам. Вскоре серебряная пыль стала красной, а затем желтой и в конце концов исчезла. С ледяным выражением на лице Хуан Лян сказал: «Это был зрелый двойник иллюзионного огненного мотылька». Духовное насекомое смогло на короткое время превратить свое тело в бесформенную сущность и проникнуть в это место, а нить его духовного чутья должна была сбежать в момент отвлечения.
Уверен, что его настоящее тело должно быть рядом с городом заходящего солнца. Я предполагаю, что она услышала большую часть нашего разговора. Ах да, пыль мотылька овладела ци других демонов. Насекомое, очевидно, питается кланом демонов. Лорд города Лан, услышав это, изменился в лице. Недолго думая, он сказал: «Выдвигаемся завтра. Мы не можем позволить демонам захватить их первыми». Тем временем, на маленькой безымянной горе в 50 километрах от города заходящего солнца на валуне сидел изящный юноша, скрестив ноги, и медитировал с закрытыми глазами. На его голове сидела красочная бабочка размером с кулак. Она трепетала крыльями, испуская чарующее свечение. За юношей стояла стройная женщина в дворцовом одеянии. У нее был пронзительный взгляд, густые брови и таинственная аура. Она была черным фениксом, с которой Хань Ли встретился за пределами города Ююань. Эта гордая женщина теперь послушно стояла позади юноши и почтительно ждала его, не произнося ни слова. Со свистом рассекаемого воздуха к ним вернулась тонкая серая нить и исчезла в мотыльке на голове юноши. Затем юноша открыл свои ясные глаза и махнул рукой перед собой, вытянув свой изящный палец. В следующее мгновение мотылек слетел с его макушки и опустился на палец. Вскоре тело мотылька запульсировало ярким светом, периодически меняясь в цвете. Спустя промежуток времени, за который можно было сжечь ароматическую палочку, свечение мотылька внезапно прекратилось, и он вернулся к нормальному состоянию. С странным выражением на лице юноша пробормотал: появление старейшины Хуанляна в городе было связано с вопросом клана духов. Кроме того, человек был послан высшим мудрецом. Похоже, что эти мятежники клана духов выкрали нечто важное. Кажется, я не напрасно потратил двойника моего иллюзорного огненного мотылька. Вскоре после этого он заставил мотылька обратно влететь ему на голову и сошел с валуна. Племянница Ся, я слышал, что в молодой девушке, которую ты вернула в клан Черного Феникса, течет кровь клана Истинного Феникса. Это удивительный талант. Я слышал, что она уже прорвалась до демона 5-го ранга. Это правда, юноша обратился к женщине за его спиной. Это правда, старший Хуан. Эта молодая девушка Дайер обладает врожденным талантом. Почтительно ответила молодая женщина. Хе-хе, так случилось, что наш клан духовных мышей также приобрел талантливого юнца. Было бы неплохо их поженить, да. Женщина была на мгновение ошеломлена, а затем ответила с улыбкой на лице: это. Я бы согласилась на весьма благоприятное предложение старшего, но Дайер — внучка старейшины клана. Она не та, за кого я могу принять решение. Конечно, я просто прошу тебя передать сообщение брату Гунсюну. Юноша, о котором я упоминал, имеет эквивалентный статус, поэтому я сделал это предложение, сказал юноша. Женщина облегченно вдохнула и сразу же сказала: да, я обязательно сообщу ему об этом. Хорошо. Если брат Гунсюн согласится, когда придет время для официального заключения брака, я отправлю людей в ваш клан. Ты должна была слышать, что дух ищет убежище у людей. Кажется, они несут драгоценное сокровище, которое заинтересовало даже высшего мудреца. Хотя я не знаю деталей, я не могу позволить этим людям приобрести этот предмет. Благодаря пространственным способностям вашего клана фениксов, ты можешь укрыться в гробнице заходящего солнца. Собери наших собратьев-демонов и сообщи им, что они должны найти этот дух, прежде чем люди доберутся до него. Я буду тайно следовать за старейшиной Хуанляном. Так точно, старший. Уважительно сказала женщина. Затем она махнула рукой перед собой, и перед ней вспыхнула белая световая дуга. Женщина размылась и исчезла из поля зрения. Юноша какое-то время стоял на месте и долго бормотал про себя. Затем его тело вспыхнуло желтым светом, и он медленно опустился на землю, все еще мерцая светом. Вскоре представители демонических и человеческих кланов получили приказ от высших эшелонов найти дух, притавшийся в гробнице заходящего солнца, независимо от того, чего это будет стоить. Обе стороны были ошеломлены предложенным за это вознаграждением. Оно включало в себя не только духовные таблетки, которые в значительной степени поднимали культивацию, но и астрономическое количество духовных камней. Они даже включали бутылку драгоценных пилюль небесного сердца Хуанляна. Когда в гробнице заходящего солнца стало беспокойно из-за такой награды, все начали лихорадочно искать дух. Изначально, когда люди и демоны сталкивались друг с другом, они не вступали в сражения из страха. Теперь, когда на кону стояла такая награда, между обеими сторонами начались сражения. Но был один человек, который совершенно не знал об этом. И это был Хань Ли. В этот момент он оказался в своем первом опасном сражении после входа в гробницу заходящего солнца.
Глава 1300. Ледяные стрелы, серебряная рука. Глядя на маленького зверя на расстоянии более 100 метров, Хань Ли глубоко вздохнул. Какое-то время он задыхался, но вскоре его дыхание стало нормальным. Однако он ни на минуту не сводил глаз со зверя. Леопард был размером с обычную кошку, но обладал потрясающей скоростью. Даже шаги танцующей дымки Хань Ли меркли перед скоростью леопарда. В результате нескольким ударом зверя удалось задеть Хань Ли во время битвы, порвав его лазурную одежду и обнаружив серую броню и золотую плоть под ним. Мало того, что скорость зверя была удивительной, но и его когти были невероятно острыми. На его доспехах остались царапины разной степени. Даже у его выносливого тела была кровь от кошачьих когтей. К счастью, под воздействием различных лекарств, фруктов и сокровищ его плоть стала такой же выносливой, как обычное магическое сокровище, и обладала потрясающими способностями к регенерации. За несколько мгновений Хань Ли смог залечить свои раны. Несмотря на это, Хань Ли все еще чувствовал себя довольно мрачно. Когда он впервые столкнулся с леопардом, он спал крепким сном на вершине ближайшего дерева и казался безвредным. В то время разум Хань Ли наполнился детским любопытством, и он решил погладить маленького зверя. Но он совсем не ожидал, что напугает зверя и вызовет его в яростный гнев. В несколько прыжков тот окружил его своими остаточными изображениями. Поскольку он не мог высвободить свое духовное чутье, он не мог понять его местоположение даже своими духовными глазами и сильно пострадал от этого. В конце концов, маленький зверь был вынужден отступить, оставив на теле Хань Ли мелкие раны. Не в силах сделать что-либо, Хань Ли оставалось только использовать шаги танцующей дымки на высшей скорости и, распространив огромную силу своего тела по своим рукам, начать размахивать копьем, пока оно не превратилось в облако черного света. Когда копье засвистело в руках Хань Ли, зверь испугался и усилил свои атаки. Но независимо от того, насколько могущественным мог быть Хань Ли, он не смог бы долго продолжать свою атаку. Когда копье в его руке несколько замедлилось, леопард пронесся сквозь туман копья и ударил Хань Ли в горло. В яростной тревоге Хань Ли отчаянно увеличил скорость, превышая прежнюю, и стал вращать копье еще быстрее, блокируя атаки леопарда. Маленький зверь встревожился и отпрыгнул на 10 метров. Затем он осторожно уставился на Хань Ли с зелеными глазами. Хань Ли и леопард оказались в тупике. Зверь был чрезвычайно недоволен тем, что наткнулся на такого странного персонажа, как Хань Ли, который обладал огромной силой и непроницаемой плотью. Как только возникла эта патовая ситуация, Хань Ли использовал эту возможность для тщательного изучения леопарда. Вскоре Хань Ли вздохнул. Помимо небольшого размера, он выглядел обычным леопардом. Изучив записи в своих воспоминаниях, которые он прочитал в городе заходящего солнца, он не мог придумать, кем был этот свирепый древний зверь. Кроме того, было невозможно, чтобы он оказался демоническим зверем. Этот маленький зверь боролся только с помощью своей исключительной силы и способностями тела, не обладая никакой демонической силы. Должно быть, это был мутированный зверь. Спустя некоторое время размышлений, это был единственный возможный вариант, к которому пришел Хань Ли. В конце концов, маленький зверь потерял терпение, и в его глазах вспыхнул зловещий свет. Он присел, готовясь к очередной атаке. Ум Хань Ли дрогнул, и он крепче сжал копье, приняв оборонительную стойку. Но внезапно под его рукой загорелся белый свет, и он схватил сумку для хранения духовного зверя. В сумке находилось множество золотых прожорливых жуков. Хань Ли принял решение, что если зверь набросится на него сверху, он откроет сумку своим духовным кольцом. Хотя он не обладал магической силой и не мог контролировать жуков, он все же мог рассчитывать на их способность расправиться с таким мелким зверем. Единственная проблема для него — забрать их обратно. Без его духовного чутья он растратить их впустую. Однако у Хань Ли не было другого выбора. Маленький зверь зарычал, а затем его тело расплывалось, превратившись в 2, а затем в 4, в мгновение ока. На деревьях появилось более 30 одинаковых маленьких зверей с обнаженными клыками, готовые наброситься на Хань Ли. Хань Ли внезапно понял, что зверь все еще не раскрыл всю свою силу. Он немедленно развернулся к нему лицом, собираясь выпустить жуков. Но затем, в этот решающий момент, издали донесся странный крик птицы. Он напоминал ворону, но звучал гораздо жестче. Леопард, услышав это, замер на месте, и его послеобразы исчезли. В мгновение ока остался только один. Леопард пристально взглянул на Хань Ли, а затем повернул голову и метнулся вглубь леса. Через мгновение он исчез из поля зрения. Хань Ли расслабился и убрал сумку с духовными животными. Хотя он не знал, что происходит, он не хотел преследовать зверя. Ему нужно было найти место, где он мог бы понять, что только что произошло.
В последней битве произошли исключительные события, и он пришел к слабому осознанию своей культивации. Это была возможность сделать прорыв. Легким движением руки он вынул лазурный халат из своего браслета и надел на себя, а затем он направился в сторону, противоположную леопарду. Поскольку Хань Ли боялся, что это чувство откровения может вскоре исчезнуть, он не стал уходить слишком далеко. Он убежал за 50 километров, как можно скорее, найдя вход в каменную пещеру. После он сразу вошел в нее и сел, скрестив ноги. Понимание его недавней вспышки просветления заняло у него целых 3 дня. Когда Хань Ли снова открыл глаза, на лице было разочарованное выражение. Несмотря на то, что он добился определенных успехов в этой битве, этого было недостаточно прорваться сквозь его нынешнее узкое место. Но он не был слишком опечален. Хотя в этот раз он не преуспел, эти битвы не на жизнь, а на смерть помогли бы сделать прорыв. Если он переживет еще несколько отчаянных сражений, он обязательно добьется успеха. Успокоив свое сердце, он собрал свои вещи и покинул пещеру. Стоя у пещеры, он надолго задумался. Он чувствовал, что маленький зверь был идеальным противником для него. Если он сможет бороться с ним еще несколько раз, ему удастся получить прозрение. Хотя он знал, что это будет опасно, восстановление его магической силы было гораздо важнее. Выражение его лица долго колебалось, прежде чем он решил отыскать этого опасного леопарда. Покинув долину, Хань Ли направился в том направлении, где в последний раз видел леопарда, но в итоге остался разочарованным. На одном дыхании он прошел через сотни километров в окружающем горном массиве, но не нашел никаких следов зверя. В итоге Хань Ли не оставалось ничего, кроме как уйти с гор в поисках другой подходящей цели. Спустя 10 дней на краю огромного озера находилось десяток усовершенствователей в разной одежде. Они были окружены малиновыми змеями с гребнем на голове. Усовершенствователи тела на полную силу использовали свои духовные инструменты, нападая на змей. Атаки змей можно было разделить на 2 типа. Одни змеи выпускали багровый ядовитый туман, в то время как другие метались в усовершенствователей тела, как дротики. Яд был терпимым, поскольку усовершенствователи тела заранее проглотили противоядие, но они не могли блокировать прямые атаки змей. Змеи были не очень большими, но их тело обладали значительной силой. Несмотря на мощные духовные инструменты усовершенствователей тела, они не могли ранить змей во время своих атак. В результате усовершенствователи защищались от змей, пока не почувствовали, что их конечности стали тяжелыми и медленными. Помимо нескольких мелких змей, был также и гигантский змей. Очевидно, что он был королем стаи. Видя, что преимущество на стороне его стаи, он несколько раз прошипел, словно выражая удовлетворение. Но вдруг из-под озера донесся удар молнии. Прежде чем люди или змеи смогли отреагировать, снизу вспыхнула огромная вспышка серебряного света, и на землю обрушилось бесчисленное количество ледяных стрел, раня как людей, так и змей. Ах! Усовершенствователи тела изо всех сил пытались увернуться, но не смогли. Между тем, змеям было не лучше, многие из них превратились в подушечки для ледяных шипов. Только огромный змей, державшийся позади, был достаточно быстр, чтобы среагировать. Он внезапно согнул свое тело и отпрыгнул на 30 метров, едва увернувшись от ледяных стрел. Но прежде чем змей смог приземлилась, земля под ним разверзлась. Оттуда вырвалась серебряная рука и схватила змея за шею. Змей тревожно взвился, как пружина, и обвился вокруг руки, кусая ее в ответ. Однако в момент укуса раздался звон. Рука не пострадала, в то время как из пасти змея потекла кровь. Зубы огромного змея были полностью разбиты исключительной выносливостью серебряной руки. Из-за боли змея невольно расслабилась, раскрыв пасть. Другая серебряная рука тогда странным образом появилась поблизости. Она схватила голову змея, и обе руки напряглись, раздавив ее. Оставшись без головы, тело змея вспыхнуло фонтаном крови. После этого труп змея был отброшен на землю. Вскоре пыль рассеялась, и появился серебряный человек, чье тело было скрыто в мерцающих огоньках вокруг его тела. В этот момент лед из озера сдвинулся, внезапно превратившись в кристаллического человека ростом в фут. У него не было никаких особых признаков мужчины или женщины. Водяной дух. «Это ты?» Когда серебряный силуэт увидел водяного духа, он вдруг заговорил громоподобным голосом. Водяной дух зашевелился и сказал спокойным тоном, что «Разве ты пришел сюда не за мной? Чими тоже должен быть здесь. Позови его». «Хе-хе, меня не нужно звать. Я сам себя покажу», — внезапно раздался незнакомый голос, и рядом с серебряным силуэтом появился шар алого пламени. В мгновение ока он принял форму человека ростом в полфута. Все его тело было словно окутано пламенем.